Привет! Сегодня делаем очень красивый и простой макияж, который идеально подчеркнет карий цвет глаз. Особенно если у вас темно-карие глаза нейтрального оттенка без примесей других оттенков, таких как зеленый, красный и так далее. Предварительно я уже затонировала веко увлажняющим консилером. И сейчас перехожу к построению стрелки. Строю стрелку восковым карандашом, так как его легче всего растушевать, и в любой момент макияжа я могу к нему вернуться и дотушевать. Далее плоской синтетической кистью растушевываю только верхнюю границу стрелки. Так как у меня нависшее веко, то моя стрелка будет с изломом, то есть в форме копья, когда я смотрю вниз. Но при прямо смотрящих глазах стрелка должна быть ровной. После этого перехожу к жидкой подложке под Sparkle. Я использую жидкие металлические тени от Lux Visage в оттенке 17 и наношу их на все подвижное веко, не заходя на область стрелки. И сразу же фиксирую жидкие тени сухими тенями. Я использую металлик от Essence в оттенке 04. Он имеет маслянистую текстуру, и лучше такие оттенки наносить пальцем, потому что металлики очень плохо набираются кистью. Наношу на все подвижное веко до складочки, не заходя на область стрелки. Ближе ко внутреннему уголочку наношу жемчужный хайлайтер. Им же высветляю внутренний уголок, но если у вас далеко посажены глаза, этого делать не стоит. Этим же хайлайтером просушиваю зону тушевки, для того, чтобы тени не залипали. Скульптор наношу в орбитальную линию. Ориентируюсь на наивысшую точку подъема. Дальше нее цвет не перетягиваю. И после этого фиксирую стрелку черными тенями. Для этого использую кисть бочонок. Если вы не любите оформлять нижнее веко, то на этом этапе можно остановиться и приклеить ресницы. Будет тоже очень красиво и менее ярко. Но я еще хочу заполнить нижнее веко. Заполняю карандашом нижний ресничный край, не заходя на слизистую. Кисточкой подтушевываю границу карандаша. Можно нанести карандаш на слизистую, тогда макияж будет более выразительным и ярким. Фиксирую карандаш черными тенями максимально близко к ресничному краю. А для того, чтобы был мягкий переход в кожу, по границе черного цвета наношу коричневый цвет. Рисую галочку во внутреннем уголочке. Это дополнительно вытянет взгляд. Но если у вас близко посажены глаза, этого делать не стоит. На слизистую добавляю серебристый карандаш, для того, чтобы макияж смотрелся гармонично. Между серебристым оттенком и стрелкой наношу переходный оттенок для мягкости перехода. Густо прокрашиваю верхние и нижние реснички и обязательно приклеиваю накладные. В таком ярком макияже нельзя оставлять голые ресницы, иначе макияж будет незаконченным и неаккуратным. И вот такой макияж у нас получился. Таким образом мы подчеркнули темно-коричневый цвет глаз при помощи противоположного. Это своего рода такая игра на контрасте. Спасибо за просмотр, жду вас в комментариях.